Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В общем-то, сегодня я буду раскрашивать в раскраске «Волшебный город» Виталия Гиберта, художник Алина Ежова, для рожденных любить. Эта раскраска у меня в годовом челлендже начать и раскрасить по максимуму. То есть я не ставлю задачу ее закончить, я даже уверена, что я ее не закончу, но хочется ее именно хоть как-то продвинуть. Так как долгое время эта раскраска стояла у меня на полке, потому что купила я ее 1 июня 2020 года, а начала только 6 января 2022, когда начался мой челлендж. Купила у Марины в Инстаграм, канал Марининой раскраски. И дело в том, что, я рассказывала, но поясню для тех, кто впервые на моем канале, что раскраска сама по себе мне нравится, она хорошая. Здесь, в принципе, много архитектуры, иллюстрации довольно, как вы видите, красивые, поэтому, она мне нравится, в общем. Но я ее даже сегодня листала, смотрела, что буду раскрашивать, а раскрашивать я буду эту иллюстрацию, причем не полностью, не весь разворот, а только одну страничку. Я поняла, что вроде все нравится, и думаешь, там, допустим, здесь много мелкотни, там где-то еще что-то, и думаешь, начинаешь искать, что-то смотреть. В общем, начала я с этой иллюстрации, и, возможно, думаю, свой годовой челлендж там в январе, может быть, я и закончу этой иллюстрацией, потому что как раз-таки, сейчас уже без 5 минут весна. Я могу и летом раскрашивать зимние иллюстрации, если мне хочется, но сейчас как-то нет уже такого настроения, поэтому я оставлю ее на потом. А так как эта иллюстрация получилась, мне нравится, я довольна. И сегодня, в общем, пусть будет это. Как-то наиболее она подходит под мое настроение. А так она бы у меня без этого челленджа просто-напросто стояла бы еще долго. А так хотя бы продвину. И, даже если бы я взяла бы что-то раскрасила без челленджа, это была бы 1-2 иллюстрации. А так все-таки будет 100% больше. Потому что даже до этого Дарья Сонг, я там неплохо ее продвинула. Не закончила, но продвинула. Потому что раскрашивала каждый месяц. И иногда не по одной иллюстрации. Раскрашивать я буду акварелью. Возьму, как всегда, акварель луч. В кюветках брать не буду по типу белой ночи, потому что она протекает. Хотя... возможно, как-нибудь и попробую, потому что то, что с белилами, эти дюны, прочее, если не лить воду, то можно, я думаю, раскрашивать. Еще на подмогу возьму это. И для декора возьму эти краски. Если мне потребуются цвета, которые здесь закончились, я возьму еще одну палитру. Так, как всегда, достаю свою милейшую совушку. Спасибо Диане и Тане, Мише, за такой подарок. Здесь был чай, к слову. Так, и кисточку. Кисточку. Если раньше я всегда раскрашивала это из Леонардо или из передвижника, я уж сейчас не помню, где купила, то сейчас я почему-то подсела на кисточку из ленты, из набора. Что ж, ладно, давайте приступим
Сегодня, ну, я вот снимаю в тот же день, в который выкладываю, поэтому всех мужчин, мальчиков, короче говоря, поздравляю с 23 февраля, кто там отмечает. Так, и думаю параллельно, с чего начать. Вот. Надеюсь, все получили какие-нибудь оригинальные подарки, а не трусы с носками. Хотя, конечно, сейчас это все высмеивают активно, а по факту, вот знаете, думаешь, действительно, а что подарить? Но я, правда, действительно не стала дарить трусы и носки, вот, потому что, ну вот я когда лазила на Wildberries, думаю, вот что заказать? И действительно не знаешь, что заказать. Ну, трусы, носки есть в достаточном количестве, они вроде как всегда нужны, а в тот же момент их, ну, нет в них недостатка. Гели для душа, пена для бритья, вроде все это нужно, и в тот же момент, опять же, все это есть. Дезики тоже на полке стоят, ни в одном экземпляре. Туалетная вода – это более нужная штучка, но она тоже есть. Я как пару лет назад подарила и знаю, что человек ей пользуется, и все равно как бы вот. Короче, всего в достатке. Я, правда, когда поехала в Питер, привезла там вкусняшек, ну и там напекла, и подарила мыло ручной работы, но... Ой, ну оно, естественно, отправилось к остальному мылу из разряда «жалко пользоваться». Вот. Печалька. Вот. Ну, в общем, тоже так думала, что заказать. Ну, в общем, после, уже, может быть, завтра, послезавтра придет, то есть с небольшим опозданием, но это не страшно, потому что, ну, в общем, это не страшно. Так, ну вот эта краска вполне тоже подходит, цвет. Сегодня у меня должно быть было занятие, но я, например, сегодня с утра встала, у меня давление опять ниже сотки. Ну, то есть там 96 на сколько-то. Я хотела даже отменить, потому что не была уверена, что смогу вообще себя взять в руки. Потом подумала, что, наверное, Аня... Ну, у меня было такое ощущение, что сама отменит. Ну, потому что у нас обычно всегда так. Если мне плохо, ей плохо и так далее. Это прям вот уже проверено долгими-долгими годами, что так оно и есть. Ну, так и получилось. Но я, скорее всего, сейчас тоже отсниму видео и, наверное, лягу полежать. А может быть, наоборот, заставлю себя еще поснимать видосы, для того, чтобы завтра, может быть, вообще себе полностью отдых устроить. Хотя тоже вот не факт, что завтра получится себе устроить отдых. Во-первых, куча отмен, переносов, всего прочего. Ну, ладно, главное, были бы занятия. Но я вчера пошла в магазин, у меня было в планах еще купить, зайти собаке впрок еды, так сказать. В общем, я себя плохо почувствовала, я не дошла до магазина. Сегодня я явно не пойду. Ну, значит, завтра придется идти. А это уже не отдых. Ладно, как будет, так и будет. В пятницу тоже не получится отдыхать. В субботу у меня
Ну, в общем, в воскресенье, если только я буду отдыхать. Это у меня там на фоне ушастик зевает. Он тоже в таком сонном состоянии. А зачем мне серый? Ну, кстати, как вариант. Я просто здесь, скорее всего, буду мэджиками. Но я думаю, что можно сделать все же. В данном случае подложка будет актуальна. Я просто не помню даже, я мэджиками поверх акварели раскрашивала или нет. Вот как раз таки попробуем. Как оно будет. Ну, я, кстати, сегодня еще успела даже в магазин-то сбегать, но в ближайший. Тут для ушастика еды нет. Мне еще очень хочется вязать, но вчера у меня вообще на это время не было. Ну, надеюсь, что, может быть, сегодня будет время вязать. Вообще у меня сегодня желание, вон как у ушастика, лежать. Я даже окна занавесила. Прям погода способствует такому уютному досугу. Не, ну раскрашивать, конечно, тоже хорошо. Просто сил нет. Вот желание тоже огромное. Вообще, так вот были бы силы, я бы еще, я не знаю, и было бы в сутках больше времени, я бы, не знаю, я бы и раскрашивала, и вязала, и, не знаю, еще бы что-нибудь, и мыло бы варила. Вопрос в том, что нет сил. И вот, кстати, в этом месяце я планировала лайф-влоги выпускать ежедневно, а по факту не всегда получается. Потому что бывает, даже сходишь в магазин, ну, думаешь, вот там снять покупки, или же непосредственно там на улице что-то поснимать, а ловишь себя на мысли, что, ну, наверное, это вот в преддверии весны такое. Ну, в общем, что сил нет. Вот в Питере я очень мало снимала, так, буквально какими-то фрагментами. Обычно ж у меня как-то так побольше видосов выходит. Не, ну мы как бы никуда не ходили, нигде не гуляли, так, до ближайшего магазина, поэтому, может быть. Но в итоге получилось, что я поснимала, начала снимать в Москве, потом продолжила в Питере и по возвращению уже в Москве закончила видео. То есть как бы один видос и не сильно длинный. Ну и вот сейчас у меня то же самое, как бы лайф-влог из каких-то таких фрагментов небольших. Хотя тем, идей, их полно. И вот по раскраскам тоже полно всяких идей. Когда бы их еще осуществлять? Так, ну что, пусть это сохнет, потом буду карандаши использовать. Здесь, я думаю, можно серебром пораскрашивать. Тогда нужно доставать
еще одну акварельку. А может быть, я даже белые ночи возьму серебро. Где оно у меня? Так, здесь нет. У меня просто и большая коробка, и несколько маленьких, потому что там уже места не хватает. Вот. Это-то точно нигде не протекает. Я просто хочу вот здесь вот раскрасить. То, что я буду, допустим, может быть, в следующем месяце сделаю вот эту иллюстрацию, что, возможно, она будет отличаться, меня не очень, честно говоря, заботит, потому что, ну почему бы и нет? Тем более я запомню, какие я цвета использую. Все равно будет немножко по-другому, но это нормально. Небо, если присмотреться, оно даже вот в моменте разное. Так, ну что, теперь можно приступать уже и непосредственно к небу. Сейчас. Все, что синее, все намочу. И розовое намочу, фиолетовое. Где все сюда не приволоку свой пульверизатор маленький. У меня и второй уже освободился. Ну, давайте приступим. За мою медлительность я прошу прощения. Ну, правда, со мной сейчас довольно часто это случается. Ну вот, как-то так. Я просто на ходу засыпаю. Дело в том, что я не могу, наверное, не умею отдыхать. То есть при всей моей расслабленной жизни я как-то ловлю себя на мысли, что я не отдыхаю толком. Вот. По-хорошему мне бы себе устроить отдых несколько дней. Я могу это сделать. То есть сначала напрячься, наснимать видео и потом отдыхать. Но я, во-первых, несколько дней, наверное, чокнусь отдыхать. Один день, да, могу. Ну вот, как-то. И то я думаю, вот, ну и что я буду отдыхать, а мне что-то поделать, творческая охота. Вот и получается заколдованный круг. Вот вроде бы, знаете, здесь ложится акварель-то неплохо. Ну так, я имею в виду, что вот когда наносишь ее, нет чувства, что она прям впитывается, а потом все же ощущение, что нет, она впитывается, но где-то даже местами вроде как она там протекла. Ну и ладно. Здесь везде архитектура, везде предполагается небо или практически везде, поэтому я думаю, что это не страшно. Но вот мы видим, да, как оно впитывается. То есть сначала ярко, а потом все как-то бледнеет. Надо еще белую краску намочить. Угу. Ну, как-нибудь так.
И снова синенького. Я люблю такой фон делать. Мне прям очень нравится, когда вот такие сочетания. И все это такое абстрактное. Ну что, это вполне цвета неба. Ну, сердечки, наверное, в принципе, тоже можно будет замазать спокойно. Закончила раскрашивать небо. Ну, в смысле, пока. Пусть оно сохнет. Я думаю, что я здесь добавлю гель с блестками. Сердечки я сейчас буду раскрашивать перламутровой акварелью. И, возможно, добавлю, когда все высохнет, гелевых ручек. А с другой стороны, как их сюда добавишь, если там тоже будет акварель? Наверное, скорее всего, уже здесь ручки добавлю после. Хотя можно гель с блестками здесь по контуру. Да, наверное, я так и сделаю. Я уже не первый раз так делала. Получается такой контур выпуклый, объемный. Например, я стараюсь здесь сделать розовым, а здесь, видите, синее, сверху розовое, получилось фиолетовое. Ну, в общем-то, это общеизвестно, я думаю. Я просто к чему это сказала, что, ну, когда я там слышу, что говорят, вот мне там нужно много цветов, ну, не знаю, кому, видимо, как, а в целом, даже вот здесь 12 цветов, и по факту этого много, потому что смешиваешь и получаешь нужный оттенок. Ой, я вот здесь вот забыла. Сейчас добавлю красочки. Как-то. Причем я пока раскрашивала небо, я видела, что вот здесь тоже небо предполагается. А потом забыла. И здесь, наверное, надо еще добавить краски. Так. Ну вот. Теперь уже вот здесь подсохло. Можно, наверное, карандашом раскрашивать. А тут, скорее всего, тоже будут карандаши. А вот эти сердечки, да, наверное, тоже надо вот так вот их добавить пигмента. Немножко. А потом решу, что с этим делать. А здесь это все потом. Можно на фонарике, наверное, золото, что ли, или оранжевого добавить. Сейчас посмотрим, что лучше. Не, мне кажется, будет лучше оранжевый цвет. Как-то он так поярче. Или желтый. А можно один оранжевый, один такой. Еще попробуем, что лучше. Нет, наверное, желтенький.
Вот так. Все-таки хорошая вот эта акварель. Действительно перламутр. Классно. Так, а вот здесь, не знаю, мне кажется, что вот как вот тут вот быть. Потому что, ну здесь все равно черным проходиться. Поэтому, наверное, я сейчас сначала пройдусь краской. Наверное, надо что-то... ну вот эту я и возьму. А потом высохнет, надо пройтись или карандашом, или ручкой. Да. Тогда и здесь надо. Эх, вот такие моменты, они всегда требуют навыков. Стремненько, конечно. Ну, в общем, как-то так. Мне, кстати, вместо белой гелевой ручки иной раз нравится все-таки гуашь наносить тонкой кисточкой. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. Всем пока-пока.